Всем привет! С вами игровое сообщество Bandits и его представительство в игре TES Online. Башня Белого Золота – величественное сооружение имперского города, которое видно из любой его точки и далеко за пределами белоснежных стен столицы Сиродила. Когда Молох Бал начал свое вторжение в Тамриэль, имперский город был захвачен Даэдра. Они призвали внушительных размеров темный якорь над башней Белого Золота и одолели защитников столицы. Имперский город был сильно разрушен и изменен прислужниками бога интриг. Они же отрезали доступ к башне Белого Золота из окружающих ее районов, так что теперь попасть в сердце имперского города можно было только через канализацию, как раз через ту, в которой мы и начинаем свой путь по этому подземелью. Войдя в небольшую канализацию двора, нам повстречается отряд самой императрицы-регента Кливии Тарн, состоящий из 3 сохранивших ей верность бойцов Драконьей Стражи и нескольких солдат. С ними также есть единственная уцелевшая в имперском городе жрица Мотылька, сестра тирана Армина. Сестра тирана подзовет нас и расскажет, что башня захвачена Даэдра, но в ней остался жизненно важный артефакт, от которого зависит существование империи. Жрица попросит нас провести ее отряд к свитку, минуя тронный зал башни. Сама императрица же будет нацелена отбить рубиновый трон у Даэдра. Лестница на поверхность ведет на территорию зеленой императорской тропы, окружающей башню. Впрочем, от этого старинного кладбища осталось лишь название. Даэдра разворотили его и преобразили. Теперь вместо засаженных деревьями аккуратных рядов могил здесь торчат зеленые зазубренные скалы, а в низинах между ними плещется в небольших лужицах лазурная плазма. О прошлом этого места напоминают сохранившиеся могилы и мавзолеи, разбросанные тут и там. Бывшее кладбище теперь кишит Даэдра и нежитью. Перед входом в тронный зал убиваем мини-босса, обжору в железных доспехах. Тронный зал императора расположен на 1-м этаже и представляет собой колоссальных размеров округлое помещение, у восточной стены которого на возвышенности находится тот самый рубиновый трон, а рядом с ним и первый босс подземелья, вершительница правосудия. Обратите внимание, что вдоль стен стоят металлические клетки, и в ходе боя с боссом она может запереть одного или нескольких ее участников в одну из них и поджечь ее. На всякий случай имейте с собой отмычки для того, чтобы выбраться из клетки, если вы туда попадете. Самой опасной способностью босса будут призрачные руки, расходящиеся от нее в разные стороны и возвращающиеся обратно. Принимайте их в блок или же отходите от их пути. Также периодически будут появляться несколько мобов, пусть танк притягивает их к себе, для того, чтобы они не мешали другим участникам группы. Убив вершительницу, продолжаем продвижение к вершине башни. К северу и югу от рубинового трона находятся проходы дальше. Через южный можно попасть в покои императорской стражи. Из-за баррикады пройти, минуя казарму, невозможно, поэтому заходим в нее. Едва мы окажемся в комнате казармы, как из порталов начнут появляться Даэдра. У одного из случайных игроков группы, когда экран станет серым цветом, появится способность, которой он сможет закрывать эти порталы. Старайтесь сделать это как можно быстрее, чтобы из них появилось как можно меньше врагов. Дальше двигаемся на север, до двери библиотеки, в которой должен храниться древний свиток, который нам необходимо отыскать. Как мы окажемся внутри нее, тут случается неожиданное. Раздается магический взрыв, и потолок библиотеки оторвется и улетит в окружающую башню пустоту. Кливия Тарн исчезнет, напоследок приказав своим стражам убить всех. Повинуясь приказам императрицы, 3 ее элитных стражника Мицелла, Корди и Атон нападут на нас. Чтобы пройти дальше, их необходимо будет одолеть в бою. Все 3 противника используют способности рыцарей драконов. Мицелла будет использовать против вас огненную плетку. Корди будет с 2 мечами, но самым опасным из них является Атон. Он лечит не только себя, но и остальных своих соратников, но и также будет кастовать вокруг себя штандарт силы и огненные АОЕ. И для того, чтобы ваш бой с ними не затянулся слишком долго, прерывайте его способности. После победы покинуть помещение можно через западную дверь, вернувшись во внешний коридор, откуда в свою очередь можно попасть в расколотую пустоту. В следующем помещении нам вновь повстречаются порталы. Пусть игрок, чей экран стал серым цветом, как можно быстрее их закрывает.
Прежде чем мы попадем в покои боевого императорского мага, в следующем помещении придется столкнуться с несколькими волнами противников. Этот этаж тоже изменен доэдро и стал логовом для большого количества доэдро-пауков и их отпрысков. Внешние коридоры охраняются закованными в броню доэдротами. Снова оказавшись в расколотой пустоте, мы выйдем на небольшую площадку с остатками стен, парящую ближе к вершине башни. Проследовав дальше по мосту, мы столкнемся с доэдрическим титаном по имени Исчадие Гнева, который охраняет площадку с могучим атронахом по имени Планарная Замедлительница. Третий босс подземелья – Планарная Замедлительница. В этом бою есть две тактики прохождения босса – для групп с небольшим ДПС и для групп с большим ДПС. Если ДПС вашей группы не такой большой, то заранее распределите между собой, в каком порядке следования вы будете брать шар-переключатель. Все дело как раз в том, что босс будет агриться на того игрока, кто берет шар. Носить шар долго нельзя, так как он начинает вас убивать. Поэтому, как только в центре зала будет появляться новый шарик, пусть его берет следующий член группы. Тут вам придется все время двигаться, уклоняясь от атак босса и огненных луж, будьте очень аккуратны. Вскоре начнут появляться порталы, закрывайте их, чтобы не появилось слишком много мобов. Когда под боссом вы увидите синее пламя, это значит, что босс стал очень опасен, и старайтесь не подпускать его к себе. После короткого взрыва босс опустится на землю и после нескольких секунд вновь пойдет в бой. Все фазы босса будут повторяться до той поры, пока вы его не убьете. И второй вариант прохождения, если ДПС группы высокий. Пусть танк возьмет на себя шар-переключатель и встанет в центре. Не водите босса по площади, игнорируйте все порталы и всю очередность действий. Просто залейте его уроном, используя ультимейты и сильный отхил. Одолев босса, мы сможем проникнуть в покои императрицы. Здесь внешний коридор охраняется доэдро-пауками и доэдротами. Также тут находится спальня императрицы-регента, где находится Зевкин и лежит говорящий камень. Из покоев императрицы проходим дальше, на вершину башни, где мы столкнемся с Молок Кеной, которая пряталась под личиной императрицы-регента, пришедшей якобы отбивать башню Белого Золота, а в действительности с помощью хранящегося там древнего свитка планировала начать обратное слияние миров, то есть, чтобы уже Тамриэль тянул на себя Хладную Гавань. Тем не менее, чтобы помешать это сделать, мы вступаем в схватку с финальным боссом подземелья – Молок Кеной. Для того, чтобы активировать усложненный режим, прочитайте фолиант обелиска перед площадкой битвы с боссом. В первую очередь убиваем призрачные тени, которые накладывают щит на босса. Старайтесь не находиться при этом к ним слишком близко. В тот момент, когда они умирают, они взрываются, и взрыв может убить вас. Одна из способностей босса – это молниевые дорожки, которые будут идти против часовой стрелки по полу. Вы можете кувыркаться через них или накладывать на себя щиты, чтобы пережить их, либо просто отбегать в сторону их движения. Через некоторое время босс набросит на себя щит и снова появятся призрачные тени. Убивайте их, попутно уклоняясь от волн из молний, которые пускает вокруг себя Молок Кена. Также старайтесь не стоять слишком далеко от босса, так как своим рывком она может вас отбросить на огонь, от которого вы получите сильный урон. В течение боя она может призвать Атронаха себе на помощь. Если такой появился, убейте его как можно скорее. Когда Молок Кена была повержена и свиток спасен, а темный якорь над башней был разрушен, сестра тирана Армина отметит, что хоть башня и возвращена империи, но без Клейви Тарн альянсы начнут кровопролитную борьбу за нее, невзирая на сохранившееся присутствие доэдро в имперском городе. Если это видео было вам полезно, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну а с вами было игровое сообщество Bandits, всем удачи и пока!